Всех приветствую на канале. Телефончик от подписчика. Внутри должна быть семерка. Быстро разряжается. По словам местных ребят, неисправность 3 стара, но за работу они не стали браться. По запчастям клиент сам приобрел микросхему, плата донор, сам телефон. Батареечку поубираем, подкидываем в блок питания и смотрим его потребление. Давайте я подкину через iPower, чтобы вам было более заметно, чтобы мы кадр не переводить. Посмотрим его потребление. Так, что-то не работает. iPower или кабель бракованный попался. Сейчас найдем другой. Так, есть контакт. Убираем сейчас излишки проводов, чтобы всем было видно картинку, ничего не мешалось. Так, отключаем, соответственно, шлейф зарядки, подключаем сюда шлейф от iPower, подаем питание. Кратко нажимаем, видим скачок минимальный 140 мА, 99,9%, что у нас микросхема 3 Star все-таки греется и она неисправна. Перед тем как ее поменять, мы сейчас подкинем заведомо рабочий экран, включим аппарат, убедимся, что он рабочий. И приступим уже непосредственно к замене. Так, старт пошел, запуск есть. Донорскую плату пока в сторонку берем. Будем ставить новую микросхему, так как ее положили в комплекте. Так, сенсор работает. Сеть показывает, ну в смысле нет сим-карты, значит все будет хорошо. Давайте в настройки зайдем, посмотрим о телефоне. Так, версия 15.5, серийный номер его и так далее. Проверим аудиокодек.
записываем любой звук. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, раз, два. Так, микрофон не пишет. Ну, это предположительно, потому что шлейфик у нас отключен. Поэтому проверим уже после ремонта. Но так как диктофон запустился, соответственно, он стартует. Отключаем питание. Ну и еще предварительно покажу тепловизором. Так, эту стороночку убираем. Разбираем телефончик. Так, тут все откручено. На заднем фоне там вентилятор работает, так что небольшой шум будет присутствовать. На улице жарища, кондиционера у меня нету. В принципе, помещение достаточно холодное. У меня тут не жарко, но вентилятор так все равно спасает. Покручивает воздух. Есть плата извлек на столе. Снимаем защитную вот эту штучку. Второй раз она уже не приклеится, смысла греть ее вообще никакого нету. Ее нужно сразу снимать и убирать. Так, давайте покажу с помощью тепловизора, насколько прав по методике питания ЛБПшки. Думаю, уже все знают, как проверять. Тем не менее, дополнительно покажу на тепловизоре. Так, помнить позже, разрешить. Наводим на 3 Star. Вот она микросхема. Включаем, подаем питание. Видим, что она засветилась. Соответственно, неисправная. В принципе, что и следовало ожидать по ЛБПшке. Так, убираем тепловизор. Давайте переходить сразу к микроскопу, да, не тратить время. По подставочкам все равно больше использую вот эту. Крутяшка вот эта интересно сделана, но не так удобно в плане работы. То есть, да, закрутить все отлично, но в плане работы она немножко высоковата, и с семерками почему-то вот, ну, с платами с аппендицитной вот этой вот частью удобнее работать на этом столе, потому что аппендицит находится вот тут, в зоне самого стакана, а здесь он висит прям достаточно высоко. В общем, К23 подставка намного удобнее. Так, сейчас настрою микроскоп и переведу картинку.
Так вот. Все, подстраиваем фокус, снимаем микросхему и поехали. На фене 330 добавляем капельку флюса, абсолютно немножко, чисто для того, чтобы легче снялась. Так. Меняем пинцет. Стороночку чистим. Для чистки надо будет вот так вот подлезть туда, либо подрезать вот эту рамку. Тут уже кто как делает. Рамку, конечно, подрезать не самый лучший вариант. Но так зато виднее, что вы делаете. Так, чтобы посмотреть, что у нас под самой рамкой, делаем срез под углом оплетки, чтобы она была тоньше, и можно будет залезть под нее и посмотреть, что там внутри. Сейчас подставочки скинем. Вот один пятачок не дочистил, все остальные целые. Вот так вот под углом. И пытаемся туда залезть. Все чистенько. Очищаем от флюса.
3 крайних, кажется, что их нету. Это масса, на них просто чуть-чуть слой припоя есть. Тут уходит сюда. Поэтому на камере не передает. На самом деле все на месте. Так, поменяем сопло на поменьше. Так, капелька флюса. Так, перед этим вот вижу соринка. Сразу убрать. Соринка от щетки. Но тем не менее добавляем флюс. Так, смотрим, что тут у нас за микросхема. Так, все верно. Микросхема та, что надо. Смотрите. Так, что делаем? Заводим ее вот таким вот образом. Придавливаем и уже позиционируем. Все, в целом все. Меняем поток где-то на 20%. Температуру оставляем 330. Так, чуть-чуть ее приподняло. Заново спозиционируем и уже буду поддерживать. Есть. Немножко она припаялась, добавляю флюса и уже поднимаю поток воздуха. Ну вот и все. Можем проверять. Чуть-чуть остывает. Выдуваем остатки флюса.
Ну и завершение салфеткой. Протирочной, точнее, тряпочкой для дисплеев. Так, переводим взгляд обратно на телефон. Так, смотрим. Крытышей нету. На краткое нажатие 59 миллиампер. Это рабочий TriStar. Чуть-чуть задерживаем. 120 при старте. Нормально. Пошла загрузка. Ну и можем в довесок, конечно, еще и с помощью тепловизора посмотреть, какая разница до и после. Ну, уже понятно, что все отлично. Так, аппарат работает, сеть также показывает. Отключаем это. Отключаем дисплей, чтобы он не мешался. Отключаем. Ну и смотрим разницу. Краткое нажатие. Ничего не происходит. Все в том же самом спектре. Стартуем. Все, работа как положено. То есть нагрева нигде не происходит. Вот даже больше работает. 38 градусов в сторону проца. Вообще тут нант, но с той стороны оттуда уже тепло по алюминиевой пластине идет, по железной. Все, отключаемся. В принципе, на этом все. Сборку, в принципе, не вижу смысла дальше показывать. Останется только запихнуть в корпус, собрать и отправить обратно к подписчику. Все, на этом завершаем видео. Всем пока, удачи в работе.